Тачка готова на грунтовку, остались последние штрихи. Что это? Это вот здесь вот нужно будет сейчас закрыть, и можно будет грунтовать. Заварил я крыло, процесс сварки не показывал. Вам шов был вот здесь и вот здесь. Вот проходил по, почти в районе канта, ребра чуть ниже. Дальше это было вот здесь. Вот так вот. Практически по ребру здесь уходило. И вот здесь вот так вот. Все заводские клепки здесь останутся. И здесь все останется. Давайте я вам потом, позже все это расскажу после грунтовки. Сейчас я здесь закрою, все это загрунтую. И потом покажу, как там я оставил герметик, как варил арку с внутренней части. А пока давайте грунтовать. Наша Toyota готова. Прежде чем начать покраску, хочу дать некоторые комментарии по вот этому заднему крылу. Прежде чем обклеивать автомобиль и красить снаружи, естественно, нужно покрасить сначала внутрянку, потому что так как грунтовку я красил с открытой дверью, на финишную покраску так красить не пойдет. Что я сделал? Все подготовил, машина готова. Сейчас я обклеил проем. Здесь у нас будет переход. И будет переход вот здесь. Ничего заметно не будет, это все заполируется, все будет классно. Закрыл колесо, закрыл проем. Вот эта вот кнопка, которая срабатывает на закрывание дверей, сигнализирует о том, что дверь открыта или же наоборот закрыта. Здесь не вытягивается фишка, можно снять сиденье, но я не хочу этого делать. То есть, если бы мы полностью разбирали, конечно бы разобрали, я думаю, не стоит разбирать салон из-за этого. Там провод где-то зацепился и не вылазит. Потому что если я сейчас выну фишку, то потом я просто не одену. Поэтому я просто вытащил, чтобы можно было прокрасить здесь все. И обклеил ее. Так тоже пойдет. И будет отлично. Просто будет неудобно немного красить. Покрасим, она у нас играет туда-сюда. Так вот. Здесь вот наложил герметик. Так же, как шел на заводском крыле предыдущее. И все, у нас теперь здесь по точкам, по заводским точкам все остается. То есть, здесь у нас заводской герметик остается. И все. И изнутри у нас ничего не видно. И там тоже все, то есть лобовое стекло с той стороны и здесь. В общем, все будет в заводе. Единственное, что у нас шов, как вы знаете, вот здесь и внутри крыла. Там тоже ничего не видно. Сейчас просто не заглянуть. Потом заглянем. Там сейчас все отклеено. Все, крашу проем, сушу его. После чего снимаю обклейку. Обклеиваю уже машину полностью. И валим снаружи. База готова, ребят, валим лаком.
Идет активная пайка, у нас тут и ремонт бамперов. Вот что с задним бампером происходит. Ушатанный хлам. Запаяли сейчас изнутри, сейчас будем паять снаружи, зачищать все это. На переднем бампере тоже вот уши повреждены. Здесь вообще уха нет, надо будет сейчас искать. Ну и полностью разбирать их, мыть, перешкуривать, ну и готовить на покраску. В общем, Toyota Avensis будет кататься еще лет 5 и радоваться, что у нее свежий кузов. И что и в нее вдохнули жизнь, в ее кузов. Она, короче, будет кайфовать от этого. Осталось чуть-чуть бампера, пороги и все. На видео все выглядит легко и просто. Раз, хоп, покрасили тачку, хоп, там следующий кадр. Покрасили пластик, бампера, пороги. Но настоящие мастера меня, конечно, поймут, что это не так все просто. Ну, в принципе, наверное, и зрители это все понимают. Серега там мне помогает обезжиривать. Сейчас будем красить пластик. Покрасим пластик, соберем. И тачка будет готова. Погнали. Машина готова, машина уехала, но в собранном состоянии снять не получилось, потому что она уехала ночью. Ну, вы все видели, в принципе, покраску кузова, да? Единственное, не видели, когда это все навешено. Ну, представьте, машина блестит, это все собрано, вот вам и результат, в принципе, да? Вы уже очень много раз видели это. Все, спасибо, что вы были со мной. Спасибо всем, кто не подписан на мой канал. Подписывайтесь, впереди очень много интересного будет. Кстати, грядут серьезные перемены, пока не буду говорить какие. Все сами увидите, все будет происходить, вся моя жизнь. Жизнь автосервиса будет на канале. Изменения коснутся именно вот автосервиса. В общем, не буду забегать вперед, увидите. Подписывайтесь на мой инстаграм, на инстаграм автосервиса. И все. Я вас всех очень ценю, очень люблю. Всем пока, друзья. До новых встреч.